Всем здравия, друзья! Сегодня я расскажу вам историю спасения собачки Виолы и ее семьи. Однажды в приют для животных обратилась за помощью женщина. Она рассказала, что на завод прибилась бездомная собака и родила щенков. Многие люди подкармливали и жалели несчастных собачек, но были и те, кто ненавидел бездомных животных. Женщина боялась, что в скором времени собаку с щенками могут отравить, что уже случалось на территории завода с другими животными. На объявление в интернете о поиске дома для собачек никто не откликнулся, и пришлось срочно забирать маму с щенками в приют, чтобы спасти им жизнь. Для начала собачек отмыли, и они оказались очень красивыми. Все щеночки были милыми и забавными, но сегодня я расскажу о самой очаровательной малышке из них. Рыжую очаровашку назвали Виола. Она росла очень любопытной и жизнерадостной собачкой. Среди своих братишек и сестренок она отличалась повышенной шкодливостью, обожала все грызть, но при этом была очень ласковой. После того, как щеночки подросли и уже не нуждались в заботе мамы, работники приюта стали искать им дом. Объявления о поиске семьи для мамы и ее деток были размещены по всему интернету. Волонтеры приюта были уверены, что такая красавица, как Виола, быстро найдет свою семью. Из 7 щенков удалось найти дом 4. В приюте остались Виола, ее 2 сестренки и их мама. Так прошли 2 года. За это время Виола выросла во взрослую красивую собаку, но детская шкодливость никуда не делась. Она была очень добра к маленьким щенкам и была для них словно старшая сестренка. И вот однажды одна семья увидела фотографии Виолы в интернете и влюбились в нее с первого взгляда. У них уже была маленькая собачка, но они мечтали еще об одной. Работники приюта убедились, что собачку будут любить и заботиться, и передали ее новым хозяевам. Очень часто собачки долго привыкают к новой семье, особенно те, кто с маленького щенка вырос в приюте. Но Виола была ласковой и доброй собачкой и очень быстро освоилась в новом доме. К тому же у нее есть маленький друг, с которым можно постоянно играть и резвиться. Друзья, помните, что мы ответственны за тех, кого приручили. С каждым годом количество бездомных животных растет, несмотря на постоянную работу за волонтеров и приютов для животных. Самые преданные и беззащитные существа вынуждены страдать, брошенные и никому не нужные. Подобных историй немало, и заканчиваются они по обыкновению трагично. К
счастью, собачек из нашей истории удалось спасти от смерти, и почти все они уже нашли свой любящий дом. Друзья, подписывайтесь на наш канал «Лохматое счастье», и мы покажем и расскажем вам еще много трогательных, удивительных и правдивых историй. И помните, счастье есть